в Инстаграм написал подписчик, который предложил машину. Это Cherry Amulet. Это еще один китаец, второй уже в нашем проекте. Он находится в Твери. Она вообще не тормозит. Надо колеса какие-нибудь другие. Раз, два, три. Раз, два, три. После нескольких дней попыток дозвона до Андрея, который в Королеве, он опять не берет. Здесь мы работаем и рихтую, и крашу, и ходовку, и двигатель. Все я делаю. Ну а теперь, как обычно, поддержи видео лайком и приятного просмотра. Слушай, мне пока все нравится. Мне нравится, что он, первое, намного более ответственный, чем Андрей и наши первые ребята. Он заинтересован сам в быстрых сроках ремонта, то есть он все это не растягивает. Это как бы уже следующий день. И он сам позвонил, говорит: Кость, все, я через 15 минут буду на месте, подъезжайте сам. Не нужно было его названивать, узнавать, где это. Забрал тебя куда-то полиция, тиснул ты гараж. Ничего. Идеально. Сегодня делаем тачку, забираем, моем, продаем. Если ремень снят, Шуметь не будет. это звук исчезнет. Но руль уже будет тугой. Тогда лучше пусть так, наверное. Пороги почти готовы. Осталось раз дырочку, два дырочку заделать. И все, уже, в принципе, остальное все готово. Выглядит уже хорошо. Я антигравель делаю так, он получается такой слегка как пупырчики. Да. И даже где-нибудь что-нибудь, он его закрывает. Ваш порог 99.19 будет хороший. Все, тут осталось покрасить. 20 минут на подсохнет. Самый главный пазл. С нас сколько? Как договаривались? Угу. Хорошо. Все, садитесь, езжайте, любые машины и любые проблемы. Благодарю. Любые машины, любые проблемы. Любой. Любой. Прям сейчас круто, не погромче бас, радует глаз, когда валит боком наш любимый таз. Мойка, судьба пропустила двоечку. Не пройдет удача мимо, когда ты свеженький и счастливый. Все, машину помыли. Все, что мы хотели с ней сделать, сделали. Встречаем. Ну что, ремонт завершен. Как мы и хотели, сделали только пороги. Причем еще раз, вот это наклад.
Там, где домкрат, там как бы нормальный кантик, и машина спокойно там кратится, а сама накладка, она проржавела. Поэтому мы ей придали вид с двух сторон, все нормально. Залили всяких жидкостей недостающих, посмотрели еще, почему она громко работает. Это ремень гидроусилителя. Можно ее снять, она будет работать тише. Но гидрача не будет. Да, гидрача не будет. Какой в этом смысл? Как бы она не настолько громко работает, чтобы вот так вот прямо запариваться. Все, финальный вид продан. Фотографируем, выставляем, продаем. Имеем пару тысяч в плюсе и радуемся жизни. Да, она вся в родной краске, кроме капота. Если посмотреть, он реально, цвет в нее отличается. И, по-моему, вот этого крыла. Остальное все, крыша, крышка багажника, крылья, двери, все в родной краске. Я думаю, этого вполне достаточно. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. Да, ты за рулем. Не хочешь? У тебя права есть? Права-то есть. Ну все, отлично. Печка все работает, да? Печка, да, работает, грева. Токио, Франция, духи Диор. Дресс-код черный и красный ковер. Если не пойман, то значит не вор. Прошло буквально часа 2-3, и Cherry Amulet уехал. Это оказалось максимально внезапно, потому что я думал, что с этой китайской подделкой мы немножко подзависнем. И я даже смирился с тем, что она будет продаваться, ну там, неделю, может быть, полторы. Но это оказалось как-то очень спонтанно, прям супер быстро. Выложили объявление, где-то полтора часа. Мы выложили за 69, ребята сторговались. На 62 приехали. Ну, то есть я, на самом деле, реально думал, что мы продадим, ну, там, плюс 2-3 тысячи. И я даже смирился с этим. Все равно история прикольная. Но десятка, даже с учетом мойки и сервиса, сервис у нас вышел 4 рубля, самомоечка 100 рублей, 10 400 рублей мы в плюсе с этой машины. Но фишка в том, что проходит час, эти ребята звонят и говорят: у нас не заводится машина. Мы такие: что за фигня? Пошли, Данила пошел помогать. Оказалось, что там, походу, ёкнулся генератор. Они просили еще скинуть 3 рубля, но это произошло уже буквально там через час-полтора после того, как бы на машине они должны были уехать. То есть, по идее, непонятно, что они могли делать это время с машиной. Я сказал: нет, как бы никаких 3 рублей не будет. Ну, я не знаю, что вы там сделали. Но Данил на добрых началах 1000 рублей им из своего кармана как бы дал. Хотя я говорил Даниле этого не делать. Пацаны тоже ее взяли на продажу. Они сказали, ну, рублей за 90 они ее точно продадут. То есть заработок ни хера себе. Я считаю, будет правильно 1000 рублей все-таки минусануть из проекта. Поэтому машину мы, считаете, продали не за 62, а за 61. Данила, так больше не делай. В любом случае заработок крутой. Мне было бы приятно, если бы нам так сделали. Мне было бы тоже, но сам бы я так не делал, потому что, ну, я не знаю, Потому как так что ты злой получилось. коп. Я справедливый. Блин, я все равно боюсь брать китайские машины, хотя, может быть, в этом есть Да какой-то все, потенциал. хорош уже, хорош. Но в этом, смотри, есть какой-то потенциал. Два раза Люди берут, выиграли, покупают. один Смотри, раз нет. Лифан, Хорош. Cherry Amulet. Людям нравятся китайцы. Хотел сказать какую-то мораль, но морали здесь не будет. Китайцы, не, наверное, все-таки будем их еще брать, но не часто. Застрахуй. Буквально 10 минут назад лазю по опять Авито Автору и нахожу Nissan Almera 2006 год, механика за 150 тысяч рублей. Это, можно сказать, практически, ну не практически, это самая первая цена на Автору. Человек вообще не торгуется, но заверяет, и я по отчетам уже посмотрел, что она абсолютно чистая, по кузову вопросов особо нету, по двигателю там коробка подвески тоже нету. Но заманчиво, блин, Nissan Almera это такая, это достаточно горячий пирожок, и живых, а если она реально живая, ее можно продать, ну, 1200 вообще спокойно. Поэтому он находится в городе Пушкино, это Подмосковье. И я уже ему отправил предоплату 1000 рублей. Я был третьим, кстати, кто ему позвонил, и уже был готов ехать. Сейчас время 12. На 19:30 он всем назначал встречу. И я был третий, кто к этому времени должен был приехать. Я сказал: давайте я вам отправлю предоплату, вы ее снимете с продажи, и я приеду и заберу. Ну, как бы, естественно, прокачусь, проверю, что там все нормально, и заберу. Он сказал: давай, я ему отправил предоплату. Пока мне везет, и все предоплаты, как бы, они или выигрывают, то есть я забираю тачку, или мне возвращают. То есть не было такого, что меня кто-то кидает. В принципе, по разговору с человеком все более-менее понятно становится. Все, предоплата отправлена, ждем вечера. Надеюсь, заберем. Застрахуй, братуху. Алло, да, Иван, здравствуйте еще раз. Это Константин, вот, который предоплату отправляет. Да, хотел еще уточнить, а окрасы там есть какие-нибудь или сколько их, вся накрашена, нет?
Как там? Нет, она не вся, морда и задница красилась. 2 легких ДТП. Ну, крашено хорошо, в принципе. Ничего не вываривалось там? Не вываривалось? Нет, абсолютно. Ага. То есть это не конструктор какой-то там собранный. Ага. Понял, хорошо. Сейчас вот 3 минуты назад обновил, вроде еще не сняли объявление или сняли, нет еще? Только поднялся вот в офис. Понял. Устал скидывать. Ну, представляю. Все, добро, тогда до вечера. Слушайте, вот сейчас чисто ради интереса я позвоню с другой симки, потому что объявление прошло, сколько, еще минут 20-25, я уже успел съездить, вернуться. Объявление еще не сняли, вот сейчас с другой симки позвоню. Так, линия занята, значит, с кем-то разговаривает. Просто понять, что он вообще говорит людям. Как бы машина все продана, я что, предоплату просто так, что ли, отправлял? Так, интересно. Объявление заблокировано. Обычно, когда снимает сам продавец автомобиля, пишет, что машина как бы продана, а тут объявление заблокировано. Ну, как бы все, 1000 рублей в любом случае уже ушла. Я, наверное, минут через 30 еще раз наберу, спрошу, что за херня. Но настораживает, согласитесь. Как-то это все. Как-то вообще вся вот эта вот история, канитель. Не, разговаривал нормально, так вроде. По крайней мере, я ему поверил. Но я достаточно подозрительный человек в плане того, что всегда изначально людям я не верю, и только потом они как-то могут меня переубедить. Ну, не знаю. Заблокирован. Ладно. Так, какое-то очень странное дело. Обновляю я, значит, страничку, и мне выскакивает объявление, что на Юле выложена Nissan Almera. Это как раз та самая, которую я сегодня смотрел, 150 тысяч, и написано «разместил Иван». А это ровно тот же человек, с кем я вроде как созванивался. А прошло уже 4 часа с нашего последнего звонка. Ой, как мне сегодня это не нравится. Звоню узнавать. Алло. Да, Иван, здравствуйте еще раз. Константин, который предоплату отправлял. Да, я понял. Да, скажите, я что-то сейчас смотрю, на Юле тоже выложили объявление. Ну, конечно, выложила. Дальше собираю предоплаты. Сейчас еще несколько машин выложу, может. Не понял. А, это типа кидалово или что? Конечно, естественно. А, да? Мы уже давно поняли и не звоните. Не, я пока не понял. Первый раз со мной такое. Еще как бы невеликие деньги, но все же. Согласен. А как же карма? Вот такая штука. Ой, да, вот с вами карма. Какая карма? У меня когда бизнес отобрали, я 3 детей думал, вот, сижу на ворах. Ну, рано или поздно это все возвращается, я думаю, уж понимаете. Кем? Кому? Мне возвратить? Ну, конечно. Ну, я всю жизнь делал все только доброе. Вот что-то мне как-то государство раз и подсадило меня, отобрав бизнес и у меня. И ну, государство, семьи, это уже немножко другое. А меня, нет, ну, Тут же такое мирское. Мне что делать? Чтобы у меня семья померла, может, так? Да нет, ну я же думаю, есть более честные способы заработка для самого себя. Я на зоне сижу сейчас, на зоне сижу. Каким образом я могу честно зарабатывать? А, на зоне? Я с удовольствием буду что-то делать. Такое. Ну, ты поменял образ жизни. Слушайте, а вот просто ради интереса, для статистики, много так в день вообще получается? Честно вам или соврать? Ну, честно, конечно. Ну, с одного объявления или со всех? Ну, допустим, за день. Давайте за день. Чтобы я совсем сел вообще, осел. Вы знаете, на меня на самом деле очень много ребят работают, которые, я вам так скажу, которые поначалу, когда заходят, по истечению хотя бы 30 дней первого месяца, да, как везде идет у работяг, ну, в принципе, пару сотен тысяч они у меня имеют. Это мы работаем с ними 70/30. То есть они получают 30%. Ага. Это и есть эквивалентно 200 тысячам. Это новенькие. Ребята, кто уже хотя бы по полгода работают, меньше 500 000, им даже не интересно вообще поднимать свою задницу и садиться за компьютер. Это в месяц? Вот. Это в месяц. И повторюсь, это работа 70/30. Я, честно говоря, сам когда об этом узнал, и вы не поверите, плевать вообще всем нашим структурам, на кого карта оформлена, на кого сим-карта оформлена, что мы делаем и т.д. и т.п. Угу. В таком государстве зарабатывать только так можно. Поэтому, если будет интересно, в принципе, можем также в режиме телефонного разговора все обсудить и без проблем. Понял. Да не, интересно. Я, к сожалению, зарабатываю меньше, но пока предпочитаю все-таки честные варианты заработка. Это правдивые цифры, прям реальные, да? Я же вам говорю, что я до конца со всеми честен. Угу. Вот в этом я еще себя, как говорится, не потерял и не потеряю никогда. Угу. То есть мне тут тоже терять нечего. У нас
такое государство интересное, что по одной и той же статье у нас не увеличивают срока. Вплоть до того, что вы можете хоть с прокурором приехать ко мне на свиданку, все это под диктофон, и все равно я выйду именно тогда, когда я выйду. Быстро я не взламываю, я не отбираю, люди мне сами переводят. А опять же, по законам нашей страны, вернуть деньги может только тот, кто получил. Ну, я вам так скажу, я уже несколько раз отправлял предоплаты за автомобиль, и пока мне везло, вот это первый раз моего невезения. Но актерский талант у вас на уровне, я поверил. Да, чем здесь еще заниматься, господи, сутками лежа на кровати. А территориально Москва или где-то там другой город? Нет, Кресты, Питер. Питер, Кресты. Да. Понял. Ну ладно, больше не буду отнимать драгоценное время. Да ради бога, я уже на сегодня закончил, поэтому с вами... Рабочий день закончился, да? Ну, что-то вроде, да. Теперь работают ребята. Мы уже не можем. Не все можем купить. Сутками работать тоже не позволяет здесь. Я все-таки пожелаю вам встать на путь истинный и праведный, и правильный. Спасибо, спасибо, спасибо. Давай. Как только выпьюсь, обязательно буду это делать. Ну, буду надеяться. Молитесь, браты, там кресты. Или это очередное трепло, или они реально... Ну, в целом я могу поверить, что они столько зарабатывают, потому что я ему, короче, первый раз, когда я ему дозванивался, я ему дозвонился раза с 15 или с 20. Ну, то есть, реально, я думал, я уже не успею. Но я успел, к сожалению, запрыгнуть не в тот вагон, в который нужно. Полмульта, вы слышали, да? Каждый зарабатывает как может, но даже не знаю. Лично, по моему мнению, все-таки карма штука такая, все равно рано или поздно прилетит, не деньгами, так здоровьем, не здоровьем, так, ну, чем угодно это может прилететь, поэтому будьте честны сами с собой в первую очередь.